Почему это реально прям нужно сделать, негативно не повлияет на двигатель, а наоборот повлияет и в лучшую сторону. Друзья, всем привет! С вами снова канал Coding Quack и я Вячик. Это видео будет полезно тем, у кого плавают обороты, кто знаком с таким явлением, как неровный холостой ход, а это многие бензиновые двигатели. Но рассматривать сегодня мы будем двигатель 1.6 BSE, который устанавливался на Jetta, на Гольфы, на Passat, на Audi, на Шкоды и на многие другие разные автомобили. Довольно-таки изъезженная тема уже, много информации по этому поводу, много роликов всяких, много разных решений, как устранить эту проблему. Но все равно до сих пор у меня в комментариях люди пишут, спрашивают, как избавиться от этого. Плавают обороты, скачут обороты, трясется двигатель, троит и многие другие вещи пишут. Поэтому я записываю для вас, друзья, такое видео, как избавиться от неровного холостого хода на двигателе 1.6 BSE. Изначально хочу предупредить, что данное видео подойдет вам, если у вас нет других проблем с двигателем. То есть у вас нет подсоса воздуха нигде. Вы проверили, подсосов точно нет. Если у вас нет проблем с ВКГ, если у вас чистая дроссельная заслонка, вы ее почистили, если у вас лямбда отлично работает, то есть никаких ошибок по ней нету, и в топливной рампе у вас также давление нужное, нет никаких проблем с топливным фильтром, и вообще с автомобилем все в порядке. То есть ни одной ошибки по двигателю, по топливной системе, по выхлопной и так далее. Но обороты все равно пляшут, двигатель троит, особенно вы это замечаете на холостых. То есть стоит автомобиль, у вас там 600-640, и его трясет, как будто пропуски зажигания. Если у вас такой случай, то это видео для вас. Смотрим внимательно. Итак, первое. Как проблема устраняется? Устраняется проблема легко. Поднимаются обороты холостого хода. И здесь могут возникнуть противоречия. Типа, да, проблема поможет, но увеличится нагрузка на двигатель, увеличится расход топлива и так далее. То есть всегда найдутся сторонники этого не делать. И в этом видео я сейчас объясню, почему это реально прям нужно сделать и почему это никак негативно не повлияет на двигатель, а наоборот повлияет и в лучшую сторону. Берем кабель Ваком, ваш VCDS или что-то наподобие этого и подключаемся к нашему автомобилю. Заходим в первый блок двигателя. Для начала нам нужно считать все параметры. А чтобы понять весь успех нашей операции, нам нужны такие параметры, как заходим в выбор параметров. У меня русская версия, поэтому здесь немножко могут по-другому называться. Так, для начала смотрим температуру охлаждающей жидкости. Нам нужно посмотреть. Автомобиль должен быть полностью прогретым. Выбираем. Вот температура охлаждающей жидкости у нас 85,5. Нам нужна обязательно нагрузка на двигатель. Отлично. 17-18 у нас показывает сейчас нагрузочку. А длительность впрыска нам нужна. Насколько долго распыляют наши форсунки. То есть у меня здесь подписана эта синхронизация впрыска. Так, и сейчас у меня 3,09 миллисекунды. Также выберем лямбду регулирования. Вот, видим, нас лямбда корректирует. Вот минус 1,2. Пока что вижу минус 1,2. Норма вообще от минус 10 до плюс 10 вообще норма. То есть если минус, то смесь обогащается, если плюс, смесь обедняется. Здесь у нас в пределах нормы, как бы с лямбдой проблем нет, поэтому не знаю, может параметрам это не пригодится, возможно он изменится, возможно не изменится. И также мы выберем важный параметр, без которого мы не обойдемся, это наши обороты. А у меня это будет просто называться G28, скорее всего будет. Да, двигатель скорости. Скорость двигателя у меня подписана. Так, и вот видим наши обороты. Это 672, 640, 608, 570. То есть очень сильно прыгают. В принципе, вот от этого мы будем избавляться. Так, ну, в принципе, наши показания мы видим текущие. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы поднимаем обороты, адаптируем дроссельную заслонку и смотрим опять-таки те же самые параметры. Заходим в адаптации, чтобы наиболее чисто и точно провести наш эксперимент. И, в принципе, чтобы потом правильно работал наш холостой ход, заходим в сброс излученных значений. У меня это подписано так. Нажимаем просто «Сохранить». Готово. Заходим в адаптации. Выбираем холостой ход. Двигатель обязательно заглушенный. Включено зажигание. Просто включаем зажигание. И указываем здесь 144, по максимуму указываем. Нажмем тестировать и сохранить.
Так, здесь все успешно. Заходим еще раз на всякий случай, проверяем. Холостой ход, 144 записано. Потом заходим в базовые установки. Если у вас дроссельная заслонка с электронным приводом, выбираем 60-ю группу, нажимаем «Войти». Дроссельная заслонка у нас показывается ошибка, не адаптирована, что-то в ней поменялось. Нажимаем «Адаптировать». Происходит процесс адаптации. Все, надпись появилась DP в норме. Закрываем это дело все. Выключаем зажигание. Буквально секунд на 10. Так, по крайней мере, рекомендую, чтобы это все дело сохранилось. Так, все, обороты подняли. Адаптацию заслонки мы сделали. Заводим автомобиль заново. И проверяем наши параметры. Опять-таки заходим в первый блок. Заходим в выбор параметров. И выбираем те же значения. То есть обороты наши, температура хлорности жидкости, ну не обязательно. Лямбда регулирования. Затем нам нужна нагрузка на двигатель наш. И впрыск нам нужен. Длительность впрыска, длительность импульса впрыска форсунок. Что мы видим? Обороты наши поднялись до 800 и прыгают уже не так сильно. То есть в основном держится 800, 800, 830. То есть автомобиль, в принципе, уже, если вы вначале видели, можете отмотать начало ролика и посмотреть, как трясется камера. То есть стоит на панели и видно, что трясется немножко камера. Сейчас такого эффекта нет. То есть двигатель работает почти идеально ровно. Я не чувствую никаких пропусков. Вибрация минимальная. Иногда вот раз в 10-215 секунд немножко дернется. То есть холостой ход практически идеально выровнялся. Я повторюсь, это учитывая, что у вас нет других проблем, особенно подсоса воздуха у вас нет. Теперь давайте посмотрим по параметрам, что у нас изменилось. Обороты у нас выровнялись. То есть сейчас 800 оборотов. 800, 830. Если там вы видели, прыгало 560, 600, 630, 700, 730. То есть дичайше просто прыгали обороты, колебались. То есть сейчас минимально 800, 830. Иногда я вижу 760, 770. Но в основном вот 800, ровненько 800 держит в основном. И 830 иногда. Смотрите, что по лямбда регулированию. Обороты поднялись, лямбда сейчас вообще не участвует. То есть, когда у нас были обороты 600 и меньше, это была объединенная смесь. И лямбда пыталась обогатить эту смесь. Это одна из причин, почему у нас обороты колебались. Лямбда видела, что объединенная смесь, она корректировала немножко, буквально видели, там пару процентов корректировала, обороты поднимались. Нагрузка на двигатель. Там у нас нагрузка была 18% в среднем, 18, 19, 17. Сейчас нагрузка на двигатель у нас упала. То есть видим 13, 14, 15% нагрузка на двигатель. Это говорит о том, что двигатель на таких оборотах может не насильно, но легче работать. То есть на оборотах 600 и ниже двигателю очень сложно работать. На объединенной смеси, если мы поднимаем обороты до 800, то двигателю легче работать. Нагрузка на двигатель, видим, что заметно падает. Длительность впрыска 3,09 миллисекунды так и осталась. О чем это говорит? Это говорит о том, что расход у нас не изменился. То есть у нас хоть обороты выросли, но упала нагрузка на двигатель. Лямбда перестала. Вообще полностью она не работает. Просто коррекция нулевая. Лямбда вообще не участвует в составе смеси для холостого хода. И длительность впрыска 3,09 у нас также и осталась. К сожалению, VCDS у меня не показывает расход топлива моментальный. Для этого цели у меня есть ELM-ка. Запущу ELM-ку, и мы посмотрим, не изменился ли расход топлива после повышения оборотов. По длительности впрыска мы, в принципе, это уже поняли. Это уже, в принципе, логично, что расход у нас не изменился, топлива. Но я наглядно на цифрах, для тех, кто любит особенно поспорить, наглядно на цифрах покажу на скриншоте, что расход у нас тоже не изменился. То есть, когда у меня были обороты, у меня расход, в принципе, был моментально показывал в среднем где-то литр на час, там 0,95 литр, то есть тоже немножко скакал, потому что мои, в принципе, обороты скакали. Поэтому я сейчас ELM-ку запущу, и мы посмотрим расход топлива, какой сейчас после повышения оборотов до 800 и выше. Так, вот я подключился через ELM-ку, заходим все датчики, и нас интересует моментальный расход топлива. Вот, мгновенный расход топлива, литров в час. И вот видим по показаниям, что у нас расход не изменился. Такой же, как я говорил, даже до литра. По-моему, даже еще уменьшился расход топлива. Ну, по крайней мере, он не увеличился. Таким же примерно 0,9 литров в час. Примерно таким же расход у меня был на прогретом двигателе.
То есть сейчас он, в принципе, он колеблется тоже. Давление в коллекторе, смотрите, у меня скачет. Скакать оно не должно. Это говорит о том, что есть где-то, хоть небольшой, но есть подсос. Учитывая даже, что у меня даже есть какой-то подсос, все равно подняться обороты мне помогло. То есть у меня автомобиль уже так не трясет. То есть нет вот этого троения на холостом ходу. Также видим здесь топливную смесь. В идеале она должна быть 14,7. Но видим, что она здесь немножко колеблется. Возможно, из-за того, что где-то есть подсос. Потому что она вот 14,8, 14,4, 14,5. Вокруг 14,7. Как бы это все в пределах нормы. Но она не должна тоже так сильно колебаться. Подведя итог, что в этом видео мы только что увидели. Мы подняли обороты холостого хода. При этом практически все вибрации, неровный холостой ход, он пропал. Практически все стало почти идеально. То есть мы больше не наблюдаем вот такого троения на холостых. Видим, что обороты более-менее стабилизировались, 800, 830. Самое важное при этом, что мы увидели, снизилась нагрузка на двигатель. То есть двигателю стало легче работать. И третье, что мы поняли в результате всего этого, что расход топлива не увеличился. То есть мы как бы подняли почти на 200 оборотов в минуту работу холостого хода, но расход топлива не увеличился, потому что снизилась нагрузка на двигатель, отключилась лямбда корректирования, и расход остался таким же. При этом мы наблюдаем уверенную, стабильную работу холостого хода. На этом все, друзья. Не бойтесь поднимать у себя обороты холостого хода. Кстати, когда у вас обороты будут подняты до 800, вам будет намного проще стартовать с места. Те, у кого, особенно на этом двигателе 1.6 BSE, те, у кого обороты в районе 600, знают, что иногда сложно трогаться. Особенно если нужно быстро, где-то на перекрестках, на светофорах. Иногда глохнешь, если ты не привык к этому сцеплению, к таким низким оборотам. Я, когда купил автомобиль, первое время очень часто глох, потому что я не привык, что обороты такие низкие. Когда обороты сейчас 800, намного проще стартовать со светофоров, с поворотов, намного проще начинать движение. Но самое главное, что двигатель теперь ровненько работает. На этом, друзья, все. Если вам видео понравилось, было полезно, ставьте лайк. Если что-то было непонятно еще, задавайте вопросы, пишите в комментариях, какие-то другие проблемы, идеи для моих видео, без проблем пишите, я буду ваше желание исполнять при вот такой возможности. На этом все. Подписывайся, скоро будет много новых интересных видео. Этот канал я создал для того, чтобы помочь таким же ваговладельцам устранять какие-то неприятности, какие-то проблемы в своем автомобиле, ремонтировать его и показывать какие-то обзоры и лайфхаки. На этом все, друзья. До новых встреч. Пока.